Просто прям. Приветствую, друзья! Потихоньку подвожу итоги прошедшего сезона. И сегодня речь пойдет о лучшем, на мой взгляд, мелководном воблере для щуки. Это у нас Beta Shed в 75 размере от Pontoon 21. Намеренно не выделяю конкретную плавучесть, поскольку хорош он оказался во всех модификациях. А производится он в двух вариантах. Это суспендер и всплывающий. Основное отличие между ними заключено в горизонте проводки. И разница составляет 10 сантиметров. Естественно, суспендер можно загнать поглубже. Поэтому, выбирая себе модель, просто учитывайте условия, в которых вы планируете ловить. Летом, например, когда много травы, лично мне подходит больше всплывающая модель. Ну а в межсезонье, в общем-то, подходят оба варианта. Вообще Beta Shed выпускается в трех размерах. Это 63, 75 и 83 сантиметра. Все они у меня есть. Но вот 63-м я пока ловил достаточно мало, чтобы делать какие-либо выводы. 83-й вариант довольно хорош, но с ним у меня сложилось не сразу. Раскрылся он уже под конец сезона. А вот 75-й размер, такое ощущение, что ловит всегда. Поэтому речь пойдет сегодня именно о нем. Итак, давайте для начала обратимся к техническим характеристикам. Beta Shed 75 Suspender имеет заглубление от 20 до 40 сантиметров и вес 13,2 грамма. Beta Shed 75 плавающий имеет заглубление от 10 до 30 сантиметров и вес 12,7 грамма. В общем, как видно, характеристики довольно похожи, да и работают они по щуке примерно одинаково. Что характерно, можно подобрать металлический поводок, и плавающий вариант превратится в суспендер. По поводу расцветок могу сказать следующее. По щуке работают абсолютно все, что я пробовал. А попробовать я успел очень много. Вообще у меня сложилось впечатление, что на этом воблере цвет вообще не играет никакой значимой роли в ловле щуки. Кидаешь любой, и она его жрет. Но мой любимый цвет, который нравится именно мне, это двойная расцветка золото-серебро. Кстати, воблер относится к семейству шедов и обладает таким высоким телом. Выглядит как классический карась. Воблер обладает отличной фурнитурой. На борту есть два крепких острых тройника. Крючки, кстати, установлены разных размеров. Передний тройник больше хвостового. И при боковых атаках щуки у вас определенно будет меньше сходов. У воблера есть система дальнего заброса. Она простая, без изысков, но зато самая надежная и выполняет свои функции. Полет на забросе вполне приличный. Приманка, кстати, шумовая, но не звонкая. Под водой издает такой глухой звук, что, в общем-то, позволяет ловить и неактивную щуку. Покрытие не суперстойкое, но вполне стабильное. Спереди установлена тонкая текстолитовая лопатка. Именно с помощью нее и получается такая фирменная строгая игра. Кроме этого, в приманке применена фирменная система балансировки.
Кстати, заметил такую особенность, что щука очень часто заглатывает данный воблер полностью. Что можно сказать про анимацию? Во-первых, воблер предназначен для таких, скажем, локальных мест и труднодоступных зон. Соответственно, он и должен двигаться не спеша над какими-то, например, корягами, возле стенки камыша, в окошках травы и обладать соблазнительной игрой. Заводится воблер буквально с полоборота. Даже легкие подергивания формируют размашистый слайдинг. Приманка заточена для классического твичинга, но под очень медленную проводку. Сделали пару легких рывков и пауза. На паузе у приманки невероятно красивый и продолжительный ролик. И затем двигайтесь дальше. Честно говоря, я когда первый раз увидел игру воблера в воде, сразу все понял. Это реально убийца щуки. Такой неспешной, отточенной, соблазнительной игры я еще нигде не видел. Ни одна, даже полудохлая щука, не сможет пройти мимо такой добычи. Это она меня напугала. Офигеть, выскочила прямо возле лодки. І около мене хорошая щука, а ее, по-моему, отожрала чуть более крупно. Ё-моё, как же ты меня напугала. Иди сюда. Так, сейчас буду прыгать. И действительно, в этом сезоне Betashad переловил все мои топовые воблера в одну калитку. Как только он попадал в подходящие условия, то выносил там просто всю щуку. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я выкладываю анонсы будущих видео. Да и так много материала выходит. Ну, отчеты с рыбалок. Опа, удар. Удар. Есть. Ага. Так, фрикциончик подзатянем. Щука решила прорекламировать мой телеграм-канал. Вовремя клюнула. Такая, похоже, неплохая щучка. В сторону прет. Так, сейчас он тут начнет джазовать возле лодки. Ух, красота. Ух, ё-моё, там опять, похоже, мамка. Ну да, точно. И шет у него тоже опять глубоко в пасти. Вот это меня поперло. Ну, крупняк. Вот это монстр. Ребята. Смотрите, какая красотка. Теперь немного расскажу о минусах данной модели. Они, к сожалению, тоже есть. Ну, во-первых, это его тонкая лопата. Ну, это очевидно. Она довольно хрупкая. И я уже неоднократно ее ломал. Починить, правда, ее тоже небольшая проблема. Я, наверное, сделаю видео об этом. Но имейте в виду, что есть такая беда. С одной стороны, лопата во многом формирует такую соблазнительную фирменную игру воблера, ну а с другой стороны является его ахиллесовой пятой.
Кроме этого, к минусам, пожалуй, можно отнести его стремительно выросшую цену. Воблер, к сожалению, не дешевый. Да и к тому же еще и редкий. В продаже найти его достаточно непросто. Хотя в последнее время, правда, он появился на маркетплейсах. Но посмотрим, надолго ли. Но лично я купил их сразу целый набор, поскольку расход данной приманки у меня довольно большой. Ну, видимо, потому что я им чаще, чем другими, работаю. И он то сломается, лопата отвалится, то произойдет отстрел. Поэтому иметь хороший запас данного воблера, ну, я не знаю, это просто обязательно. Ну это кайф. После пустых 4 часов поклевка за поклевкой. Бам-бам. Блин. И все с одного места. Я вот стою здесь. И она всаживает. Несмотря на некоторые недостатки, воблер просто адская косилка щуки и крупного окуня. Я не знаю, как Pontoon 21 этого добился, какие он заклинания использовал, но если есть в водоеме щука любого размера, любого настроения, пусть даже не активная, она будет клевать. Мне кажется, даже дохлая щука восстанет и сожрет этот воблер. Причем он работает как по теплой, так и по холодной воде. В общем, у меня вывод такой. Если у вас нет данного воблера в арсенале, то просто бежите в магазин покупать, и лучше не один. И это не реклама. Pontoon не платил мне никаких денег. Это просто лучший воблер на щуку для определенных условий. Что там? Опять деда. Так, прыгать? Надо прыгать. Я тебя знаю. И повадки. О, вот это торпеда. Сильно. Ну давай, подруга, там тебе хорошо всадила за ус прям. Как он такая? Просто динозаврик. Знаете, как заглотила. Ну вот очередная щука. Отличная борьба была. Просто бой. Воблер там где-то в жабрах у него глубоко. Увесистая. Ну, такая, в районе 3, наверное. Ребята, просто чувствую себя как на Олимпиаде сегодня. Рекорд за рекордом.